Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Сегодня хочу угостить вас вкусным, сытным и легким в приготовлении пирогом. На канале есть отдельный плейлист с рецептами сладких и несладких пирогов на любой вкус. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ссылочку, как всегда, оставлю в описании. Если вы не дружите с дрожжевым тестом или любите пироги, в которых мало теста и много начинки, то этот рецепт для вас. Будем готовить пирог с мясом и картофелем на бездрожжевом сметанном тесте. Для начала приготовим само тесто. В 200 граммов сметаны добавляем 1 чайную ложку сахара, пол чайной ложки соли и 30 граммов растительного масла. Все смешиваем, и жидкая часть теста готова. В большую миску всыпаем 230 граммов просеянной муки и 5 граммов разрыхлителя. Сухие продукты перемешиваем, добавляем к ним жидкую часть и замешиваем тесто. Старайтесь все ингредиенты взвешивать на весах, тогда и результат будет отличный. Такое тесто готовится буквально за считанные минуты. Завернутое в пленку может храниться в холодильнике до нескольких дней. Прекрасно подходит для приготовления различных быстрых пирогов, пирожков, рулетов и так далее. Готовое тесто прикрываем пленкой, чтобы оно не заветрилось, и займемся начинкой. Для начинки я возьму 300 граммов сырого картофеля, 1 луковицу, небольшой пучок петрушки, 1 сладкий перец и 300 граммов сырого мяса. Кроме этого понадобится ряд специй, о которых я скажу чуть позже. Все продукты для начинки нарезаем мелкими кубиками и складываем в одну миску. Луковицу, сырой картофель или тыкву, сладкий перец, он не обязателен, но если есть, положите. Туда же добавляем нарезанную зелень. Хорошо, если есть кинза, но у меня в данный момент только петрушка. Идем дальше. В качестве мясной составляющей можно использовать абсолютно любое мясо. Свинину, телятину, баранину, мясо курицы или индейки. В общем, все, что вы любите или что у вас есть в наличии. Достаточно 300 граммов мяса, которое необходимо, как и остальные продукты, нарезать мелкими кусочками. По большому счету, этот пирог готовится с любой начинкой, как с сырой, так и полностью готовой. В качестве начинки можно взять картошку, грибы, рыбу, капусту, свежую или квашеную, зелень с сыром и так далее. В чашу с нарезанными продуктами добавляем специи и пряности. 2/3 чайной ложки соли, по пол чайной ложки паприки, сухого чеснока и кориандра и по щепотке мускатного ореха, зиры и черного молотого перца. Начинку хорошо перемешиваем. Друзья, я ни в коем случае не ограничиваю вас в количестве тех или иных продуктов для начинки, а также в выборе специй. Тут все на ваш вкус и предпочтение. Выпекать пирог будем в стеклянной огнеупорной форме диаметром 24 сантиметра. Смазываем ее тонким слоем сливочного масла. Присыпаем мукой. Хорошо ее распределяем. Переворачиваем форму и легким ударом об стол избавляемся от излишков муки. При такой подготовке любых форм будьте уверены, что ваша выпечка идеально из нее извлечется. Теперь займемся тестом. Разрезаем его на 2 неравные части. Для основания пирога примерно 3/4 и 1/4 для верхней пышки. Присыпаем стол и тесто мукой и раскатываем в пласт, равный диаметру формы плюс бортики. Тесто прекрасно раскатывается, оно эластичное и с ним легко работать. Переносим тесто в форму. Укладываем по дну, формируем бортики, а остатки срезаем ножом. Всю начинку выкладываем на тесто и распределяем ее. А для сочности пирога поверх начинки раскладываем кусочки сливочного масла. Холодного или комнатной температуры разницы нет.
Из оставшегося кусочка теста раскатываем круг по диаметру формы, то есть 24 сантиметра. Периодически приподнимайте тесто, поскольку оно немного стягивается. Дайте ему возможность принять свое естественное положение. В качестве лекала я использую крышку от кастрюли или тарелку подходящего диаметра. Накрываем пирог верхним пластом теста и хорошо защипываем края. Шов можно оставить и в таком виде, или оформить его косичкой, как мы лепим вареники, или сделать вот такие защипы. Обрезки теста можно убрать в морозильник до следующего раза, приготовить из них печенье или, как я, пустить на оформление пирога. Тут все на ваше усмотрение. Для придания красивого колера соединяем один желток с ложкой молока, хорошо размешиваем и смазываем пирог. При желании можно присыпать его кунжутом. Отправляем пирог в предварительно нагретую духовку и выпекаем при температуре 180 градусов на режиме верхний и нижний нагрев без конвекции в течение часа. В зависимости от особенностей вашей духовки и начинки, которую вы будете использовать, корректируйте уровень установки формы, температуру и время выпечки. Готовый пирог достаем из духовки и пока он еще горячий, смазываем растопленным сливочным маслом. Даем ему слегка остыть, чтобы не обжечь руки. Затем проходим лопаткой вдоль бортика и легко извлекаем пирог из формы. Итак, друзья, вкусный, сытный, горячий пирог готов. Что может быть лучше, чем домашняя выпечка? Готовьте с удовольствием. Очень надеюсь, что этот замечательный рецепт позволит вам разнообразить свое меню и побаловать родных чудесным пирогом. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, чтобы не потерять рецепт, ставьте пальчик вверх. Спасибо, что смотрите мои видео, оцениваете и делитесь своими впечатлениями. Не забудьте подписаться на YouTube-канал «Коллекция рецептов», чтобы получать оповещения о выходе новых видео. Напомню, что на канале есть плейлисты «Пироги» и «Несладкая выпечка», где вы найдете и другие интересные и проверенные временем рецепты. Ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!